Так, ну что? Поток у нас идет. Да. Вроде бы все нормально. Так, YouTube работает. Делаем последнее приготовление. Так, все. Что ж. Погнали. Так, посмотрим, что мне тут по квестам осталось. Тут я уже был готов. Да, по сути, я готов к переходу в западный край совсем уже. Получается, мне надо только... Ну, еще немного пофармлю, да. Пофармлю немного кожи и вот всего этого дела. Так, а сколько у меня? Ага, 51. Но... Думаю, еще немного понадобится для перелетов мне сыра этого за 5 серебряных монет. Куплю туда еще 5 штук. Так, хорошо, ладно тогда. Стоять под палаткой больше не буду. Чуть-чуть посидел и хватает. Так, это что у нас? Dishonored Salty Pit. Понял. Dishonored это значит то, что игрок убивал low-level игроков очень часто. Настолько часто, что вот получил такое звание. Это вот, если я правильно помню. Так, полетели. Скину эту вот кожу сейчас в банк. Посмотрю, сколько у меня там вообще его. Этого ресурса. Так, что там? Прессов кому? Левел 47 погиб от Mauradine Bone Paw. От собаки какой-то? Что? Это что? Это, походу, те элитные мобы, которые находятся еще до входа в Марадон. Я знаю, что... по-моему, некоторые кентавры, они кидают сетку. Поэтому там лучше не спешить. А аккуратно пройти мимо. Так, раз, два, три, четыре, пять, почти 6 стаков. Ну, такое. Надо еще раз так хорошенько пофармить. Так, погнали в Золотоземье тогда, через камень. Ну, в принципе, опять пойду тогда на восток. Локация. Там, где лесопилка. Граница с Красногорием. Там больше всех нужного левела, это прям 10-го. Мобы. Так, что мне тут по еде для кабана? 2 стака волчьего мяса я оставил, понял. Ладно. Тогда призываем, чуть что буду кормить. Блин. Не вовремя я подошел. Как раз вот начинают исчезать волки. Не успеваю кожу снимать. Печально. Так, а с этого успею? Да, успел. Так, тут тоже кожевник, я смотрю. Так, что у него там по обучению? 13 левел, понятно.
Так, а навык скиннинга у меня уже 87. Это хорошо. По-моему, нужно как минимум 50, чтобы уже начинать комфортно снимать шкуры с первых мобов в западном крае. Интересно, может быть, стоит попробовать сегодня приручить, кстати, кабана для следующего ранга чарджа или нет? И рисковать, не знаю. Но, в принципе, я могу также просто попросить какого-нибудь игрока похилить меня. И все. Так, что у нас там? Посмотрим. Просто фармят. Окей, могу. Так, этого они не залутали. Тут тоже неплохо. Оставили для меня презент. Правда, плохо то, что фармятся в основном обрывки кожи. Поэтому тут особо не настакаешь кожу. Ну да ладно. Так. Майнер. Добывает медь. Все заняты делом. Тоже, кстати, хардкорчик. Я видел там он в гильдии. Still Alive. Кстати, точно, надо глянуть, какой у нас онлайн сегодня. 2700, почти 2800. Окей. И в гильдии из них почти 700 хардкорщики. Ну, как обычно. Около 1/3 это всегда хардкорные игроки. Pioneer Cloak. Ну, просто добавим коллекцию, да и все. Да, дело довольно быстро идет, когда нужно просто идти по следам убитых мобов и просто их тупо скинить. Вон уже сколько нафармил. Полстака кожи, полстака обрывков. А, точно, этот не был залутан. Ну ладно. Пресс-F за кого? Carnivores the Breaker. Это кто такой? Не знаю. Где-то он там. Разве что примечательно, что игрок 22-го, а этот NPC 16-го. Это примечательно. Да. Печально. Так, а где мы уже? Мы уже почти у поля принцессы. Тут, в принципе, можно кабанов, наверное, поскинить. И так я, наверное, дойду до края. Вот через ферму там, потом буду провлеров, медведей скинить тоже. И тогда уже вернусь потом в Штормград. Там уже, ну, на всю кожу, что смогу, по сути.
Не буду уж так прям сильно париться там. Ну, не получится довести до необходимого числа, тогда, ну, ладно, пофиг. Там все равно не так уж и много крутых шмоток для прокачки. Я вот сейчас так подумал о том игроке из арта, который прям возле входа в нашу таверну сидит. И если вот он Dishonored, каким образом у него получается спокойно так вот мирно сидеть возле нашей таверны? Неужели там прям нету ни одного хай-левела наших ребят? Сидит себе. Ну, сразу видно по его званию то, что чувак гангал лоу-левел игроков. Не знаю, будь я там с паладином, я просто его завалял. И пофиг. Без всяких разговоров, вопросов и так далее. Так, что мне там по стрелам? Да, надо будет как-то еще прикупить стрелы, наверное, перед западным краем. Поэтому я сейчас вот особо их и не хочу тратить, лучше с посохом подерусь.
Ничок. Будет еще иногда просить покушать. Так, иди пока в бой. Я сниму шкуру. Так, а сколько опыта дает один моб 9 левела? 1/5 часть где-то. Ну, неплохо, учитывая, что я тут фармлю. Варлекс. Ага. 10 левел паладин. Так, ну отлично, каждый тут тоже помогает мне, по сути. Главное, чтобы они лутали. Понял. Черти. Вот это нормальный чувак. Тут паладин тоже вроде бы лутает своих. А, нет. Тоже черт местного разлива. Понятно. Так, сколько у меня уже в сумке? Стак кожи, стак обрывков, стак обрывков. И начинаются следующие. Понял. Так, пойдем-ка на ту сторону. Смотрю, тут у меня конкуренция уже появляется. Еще один охотник. Снимает шкуру. О. Понятно. Убивали, но не залутали. Короче, тогда этих просто сам возьму. Так, ну вот. Сейчас я получу 14 левел. Что у меня там по месту в сумке? Тоже уже заканчивается. Ну тогда еще чуть-чуть тут пофармлю, и тогда все, отправляюсь в Штормград. Так, 14 левел, окей. Тогда сразу же третий талант кину в хп своему кабану, потому что я только 3 из 5 беру пока что.
Там как раз, по-моему, в кожевничестве плюс-минус нормальный шмот вот до 14 идет, который я могу в пределах разумного сшить за первые ресурсы. так вот оставлю открытую сумку, чтобы мониторить свободное место. Блин. Что там? Лунакло. Понятно. Лунакло это, короче, этот вот гуманоид совух, который дается для того, чтобы победить друидом на форму медведя. Ну, там, в первой пещере. Какой у тауренов, я не знаю. Вот это тут у ночных эльфов Лунакло. У тауренов, возможно, Рейджкло называется. Ну да, его 1 на 1 не всегда, я бы сказал, легко победить. Поэтому изредка, скажем так, ну, может быть, два раза в неделю, может быть, чаще, видно то, что именно вот этот вот гуманоид побеждает наших хардкорщиков. Так, лишний раз покормим. Покормим. Перед боем быстренько. Так. И в бой. Так, ну я думаю... Ну, раз я 14 уже, то я подыщу 12-13 левела кабана и приручу его попробую сам. Ну, не может быть так, что я прям в соло не смогу его приручить. Так, ну вот как раз место заканчивается. Я этих заскиню сейчас. Кто это у нас? Воин. Он скинингом не занимается. Ну вот. Все, можно отправляться. По дороге, разве что, если увижу, то лишний раз тоже сниму шкуру. Так, камень возвращения у меня 40 минут. Побегу пешком до Золотоземья, а там уже полечу на Грифоне. Соберу всю кожу, продам весь мусор. Наоборот, точнее, продам сначала весь мусор. Потом соберу всю кожу. Пойду прокачивать профессию, а то, я смотрю, у меня тут уже вон целых 30 навыков я вчера прокачал именно вот на создание самой легкой кожи. Из обрывков. В принципе, даже сейчас вот по дороге это сделаю, чтобы на всякий случай убедиться, то, что обрывков у меня больше не будет, по крайней мере, до западного края. Так, ну, судя, еще придется зафармить. Судя по всему. Еще один обрывок. Так, давайте тогда это сделаем сразу. Light Leather. Угу.
Да. Когда именно обрывок ищешь, тогда... Тогда Light Laser падает. Круто. Хорошо. Отлично работает так называемая обратная психология. Так, я смотрю, уровень доверия вырос, да? Пэт. 4-й Dependable. Понял, отлично. Молодец, кабан. По-моему, на 14-м я смогу еще ему что-то научить от пэт-тренера. Так, ладно, сейчас вернемся на дорогу. Так, ну вот. Еще 10 штук можно сшить. Легкой кожи. О, стрелы ровно. 200, 200, 200, 200, 200. 3 стака надо купить. Как раз в Золотоземье, по-моему, есть продавец. Вроде бы. Куплю. Так, ремень тут какой-то. Тоже добавлю в коллекцию для трансмога. И продам. Плащи всякие тоже попадаются. Копеечные. Так, а тот зеленый я... Да, пробовал. Так, тогда ладно. Первым делом сейчас надо купить стрелы. Да, немного непривычно, то что я играю за дворфа, и у меня снова лук. Но, увы, так игра подает. Второй раз вот я играю за хардкор персонажей, второй раз на лоу-левеле мне падает именно зеленый лук. Когда я играл за того ханта, у меня тоже выпал зеленого качества лук. Только чуть раньше, по-моему, на какой левел? На 8-й, наверное, на 6-й, не знаю. В Тельдерасиле он выпал. С этих, с элементалей или фурболгов, по-моему. Там, ну, похуже был чуть-чуть. А тут вот прям 10-й левел лук. Тоже с фурболгов. В Тельдерасиле я делал квест на колечко. И выпал. Так что как-то вот в Тельдерасиле на луке прям везет. Видимо, для оружия надо было идти куда-нибудь в Дунварок или в Локмадан. Вполне вероятно. О, хардкорщик погиб от Боглинг. 5-й левел, а он 10-й. Вот. Это вот недавно... По-моему, вчера я на стриме с кем-то говорил об этом. Это тоже квест в Тельдерасиле. Там 5-й левел, 6-й левел. Начинаются цепочки квестов различные на сборы ресурсов. Не на ресурсов, а квестовые айтемы на земле там. Спрауты. Тимберлинг спраутс. Потом сами тимберлинги нужно фармить. И там вот по цепочке идет вот квест. Когда ты сдаешь там. По-моему, нужно фрукт какой-то. У фрукта розового взять квест. Ты сдаешь его. И вот квестовый NPC эльф, он начинает сажать дерево. Или растение там просто, да. И вот потом спавнится 3 штуки боглинга, которые агрессивно сразу же на тебя нападают. И все, и ГГ. Поэтому там нужно быть прям вот готовым на все 100. Так, странно. Мне казалось, тут можно патроны купить и стрелы. Ну ладно. Так, постою пока тут. Под новой палаткой. Добью полосу отдыха до 15-го. Это кабанье у нас мясо. Ну, кушай кабанье мясо тогда. Так, а что у нас тут по коже?
Полных 2 стака. Да. 48 кожи нафармил. Ну вот я так и думал, либо в Златоземье можно купить, либо вообще нельзя купить. Но, по-моему, как ни странно, в некоторых вот второстепенных деревнях почему-то есть продавец, вот, который продает припасы для охотников. Но тут, в принципе, логично, потому что у хуманов нету ханта. Хуманы же не имеют возможности играть за ханта. Так, Undead там сидит на скамейке, нет? Нет, вроде. Так, ну сейчас посмотрю, по-моему, в кузнице там тоже чисто продавцы шмоток и оружия. А в таверне тем более таких нету. Ну ладно. Тогда полетим сразу в столицу. Натанус Марис Коин. А что с ней делать? Попробую закинуть ее в фонтан, который в Штормграде находится. Так, бабл нажал, паладин. Видимо, не та кнопка. Уф. У него баф. Дракона. Блин, мне бы сейчас тут неплохо. Ну, хотя пока я буду вот прокачивать профессию в Штормграде, хоть и онлайн, правда, маловат. Ну, может быть повезет. И кто-нибудь кинет баф на Никсию. Так, ну вот еще чуть-чуть. A tragedy has occurred. Hardcore character Ort died of natural causes at level 15. Понятно. Погиб. Вот всегда интересно, как они погибают. Due to nature causes. Падение это или все-таки утонули? Потому что при падении, я смотрю, урон снижается для хардкорщика. Это, блин, путает. Это очень путает. Лучше бы они этого не делали. Для всех одинаковое правило лучше ввели. Улучшение урона в падении. Потому что мне это не нравится. Ну, не знаю, как другим, но лично мне нет. Ты привыкаешь, что вот с такого-то там расстояния ты получишь уже почти там, допустим, смертельное ранение. Почти. Там даже на стартовых локациях, допустим, эльфов. Это вот я помню. А теперь тяжело предсказать все это. Так, ну да. Тут только шмоточки продают. Ладно, тогда продаем все вот это вот. Немного мяса оставим. И полетели в столицу. Так, стрелы, стрелы, стрелы. Купить 3 стака стрел. Получается, еще к тренеру надо сходить. Сколько я тут выручил за продажу мусора? Сущие копейки. Где-то около 10 серебра я выручил. Блин, тяжело будет, тяжело. Так, стрела у меня 10 левела. Отлично.
Так, все, стрелы есть. Так, попробуем эту копейку тоже закинуть в фонтан. Не работает. Тогда нафиг она мне нужна? Ну или ладно, пока скину просто в банк ее. Чтобы она мне не мешала. Потом загуглю, узнаю. Тоже, наверное, вне стрима сделаю. Так, берем кожу. Скидываем копейку. Сколько мне в итоге тут кожи? 8 полных стаков. И один начатый. Так, ну ладно, перед тем как идти к тренеру кожевничества, я схожу к тренеру охотников. Посмотрим, что он там предоставляет. Буду нереально экономить в этот раз. Сейчас посмотрим, сколько у меня денег останется вот после покупок. Мэлорис Малаган. Страж охраны. Прикольный щит, мне нравится. Да и, в принципе, меч тоже. Именно вот доспехи латные. Самые клевые, по-моему, классические. Как и ПВП, так и вообще у паладина вот офигенные, мне тоже нравится. Правда, там Т1 такой себе, а вот Т2 Judgment Set, который... Вот это прям вообще сказка. Так, Eagle Eye. Scare Beast. Distracting Shot. Ну, давайте Scare Beast возьмем. На всякий случай. А вот Eagle Eye... Ладно, пофиг, для разведки. Как и в прошлый раз. Пригодилась способность. Так, Scare Beast. Поставим так пока. Тренер что предлагает? А, ничего, на 18-м тогда? Да, 18-м. Ну вот, было 52 голды. Стало 28, почти половину, считай, потратил. Так, а в целом у меня вполне неплохая ситуация по шмоткам. Белые остались, ремень, штаны, ботинки. Наручи вообще... Я смотрю, вот с наручами всегда такая проблема. Довольно долгое время, если тебе не повезет где-нибудь с World Drop'ом, наруч у тебя всегда будет вот такого плохого качества, серого, белого. Вот прям вот всегда. Потому что я вот не припоминаю, когда первые наручи, допустим, по квесту ты получаешь. Не знаю. Какой тир 2 локации, вот, допустим, условно, да, тир 2. Западный край, Даркшор или Локмадан, не знаю. И в данжах, кстати, довольно редко падает именно та шмотка, которую ты хочешь. Requires private. Блин, жаль. Какая у меня вообще репутация со Штормградом? Френдли. Надо будет как-то зайти за персонажа, у которого высшая такая репутация. Потому что я учитываю то, что я видел шлем там за Орду. За репутацию Аргримар. Интересно узнать, что Альянс предлагает. Так, ладно. Leatherworking Supplies.
Берем сразу 20 ниток. Ну, ладно, давайте сначала до 35 доведем с помощью этих нашивок. Так, хорошо. Ничего не дает. Ну ладно. Так, плащ фигня. Вот, брасы. Сделаем брасы. Ботинки. Ботинки фигня. Нагрудник фигня. Но по ниткам самые меньшие затраты. Самые меньшие затраты у ботинок. Хорошо, брасы просто так сделал, чтобы надеть. Будет тогда хоть что-то, хотя бы белого качества, в отличие от моих предыдущих. И теперь чисто 4 штуки для по профессии. Посмотрим, что они теперь нам будут предлагать. Так, и... Нифига. Вы чё? Издеваетесь? Или я не с тем говорю? А, да. Футоноты. Блин, как же деньги тратятся. Так, Embossed Leather Vest. Фигня. Ремень. Тоже фигня. Штаны точно такие же. Кстати, вот да, Leather Hide. Light Hide вот меня вообще не падало. Так, ну ладно, тогда давайте сделаем так. Хотя, так, 8, 6, 4. Да, учитывая, что это пока что желтое, буду тупо делать накладки. А, все, они уже зеленые. Так, ничего нельзя. Понял. Тогда давайте плащ. Тем более он стоит 34 коппера. Коппер. Подкладки тоже, я думаю, можно будет продать. Нафиг не нужно 8 армор, это полнейшая хрень тоже. Да, мне кажется, до сотни, наверное, я с таким количеством кожи не доведу. Тем более у меня тут уже начинаются проблемы с голдой потихоньку. Снова. Еле-еле покрывают расходы. Что у нас там следующее будет? Наконец-то. Хоть что-то полезное. Так, хорошо, ладно. Тогда мы сделаем так. Ремень 34. Ладно. Тогда замутим ремень. Как раз 5 штук. Хоть и, к сожалению, кожи он сожрет немало. Ладно, пофиг, да. Будет зато 5 из 5. В отличие от плаща. Ну вот. 99 кожи осталось. Не так уж и много. Embossed leather boots.
Both leather boots. Понял. Перчатки. Учитывая то, что у меня там стамина, я лучше буду ботинки покупать. То есть делать. Так. Ну вот. Дальше смотрим. Что мне сделать выгоднее? 3, 4, 4. Ага. 3. 3, 2. Перчатки. Вот так вот. Перчатки буду делать. Так, что у нас из профессии? 70. Сейчас у меня будет 60. Там, по-моему, у него было что-то за 60. Блин, ну ресурсов, конечно, немерено тратит кожевничество. Опять я тут немножко прогадал. Так, тут все, да? Все, у него уже ничего не могу выучить. Плащик. 5. Нет, спасибо. Буду дальше так перчаточки делать. И заодно продавать. За сколько? 71. Неплохо. Сюда. Так, еще надо купить. Ниток. Вот это будет 70, по сути. Ну, неплохо. Хотя бы тут я смог плюс-минус сэкономить на перчатках. Так как затраты ресурсов на них крайне маленькие. И плюс я отбиваю сумму потихоньку, затраченную на обучение. У меня было вроде 28 серебра, когда я сюда пришел. Так, ну вот. И он все еще оранжевый. Превосходно. Leather braces. 6. Но не получше, как бы, плюс 7 брони, поэтому чисто одну сделаю. И продолжим делать перчатки. Вот, наручи есть. Блин, может быть еще раз пойти пофармить, получается. А то как-то только ботинки. Слабо получается у меня. Перчатки еще могу сделать, класс. Правда, кожи уже совсем не остается. Штанишки, блин. Пенс. Да, вот только здесь нужна уже шкура. Kurt Lighthide. А у меня ее нету. Почему-то не дропалось ни разу. К сожалению. Хорошо, ладно, посмотрим, что там дальше у них. 80 навык. Ну давайте прокачаем тогда. Через перчатки посмотрим. Так, ну радует одно, то что я смог плюс-минус устоять на определенной сумме денег. И не обнулиться. Это радует.
Так, обучаем ремешок. 5 серебра, 5, блин. Окей, так. Можно зато ремень сделать, хорошо. Вот, блин, если бы можно было бы еще штаны сделать без той вот... Так, сейчас спрошу. Так, ну гильдия спросил, сейчас узнаем, может быть будет у кого-то. Чисто одна штука, символическая. Ага. Ну, судя по чату, никто мне не пишет. Ладно. Смотрим, что там дальше. 85. Fine Leather Cloak. Для 10-го левела. А сколько у меня кожи осталось? Совсем мало. На перчатки я еще могу сделать целых 3 штуки. И этого не хватит. Блин. Надо будет пойти еще пофармить. Чуть-чуть хотя бы. Пойду, короче, фармить обычных зверей, самых первых в западном крае. Вот что я сделаю. И попробую, наверное, сразу же приручить себе зверя какого-нибудь. Так, сейчас тогда вот эту вот кожу скину обратно, остаток. Тогда скину своего питомца. Наверное, в Златоземье. Там вроде стейбл мастер был. И приручу какого-нибудь из первых кабанов там. Если найду, лучше, наверное, 13-го левела. Так, и что я смогу сделать? Могу сделать выстрел замедляющий. Попробовать. Аспект манки. Выстрел замедляющий сделаю. Тогда нажму Time Beast.
Так, что мне тогда не получилось сделать? Штаны, да. Вот, да, как раз штаны у меня белые. И плащик тоже белый, там он плюс 2 выносливости дает. Неплохой такой стартовый набор для похода в западный край получился бы. Ну ничего, там плюс-минус еще тоже можно выбить какие-то шмотки. Хоть они и по качеству такие себе. Не очень. Так, стейбл мастер, вот он. Вот она. Так, скинем кабана. И полетели в западный край отсюда. Так, сколько мне серебра вообще? Вот такое. Сколько-то есть. Так, ну где-то здесь сейчас я упаду уже от из грифона. Да. Так, ну что ж. Young Brown Fox. Фокс. Так, зверей надо отслеживать. Янг, город Туск. Где-то там. Так, шкурку можно снять, вижу. Так, ну вот, ладно, 12 левел. Сейчас я сниму шкуру с этого волка. Вот так вот. Угу. Вторым ударом я уже получил крит. Так, уходим. И что у него? Чардж второго уровня. Хорошо. Теперь мы его кормим. Так, и обучим ему второй ранг Гроула. Так, еще покормим. Ну и буду фармить тогда тут кожу. Так, видимо, он еще хочет. Давайте еще дадим. Так, тут сена никакого нету. Не. Привет, привет, Леля. Так, ну что, учим тогда. Надо выучить рывок. Я вот тут уже за второго персонажа.
на хардкоре. Потихоньку играю. Только что профу так неплохо прокачал. Кожевничество. 84. Чуть-чуть не хватило, правда, кожи все-таки. 2 дня я фармил в Элвинском лесу. Но все равно не хватило. Так, пошел бой. Блин, я так понимаю, сейчас еще какое-то время должно пройти, пока он выучит этот рывок 2-го ранга. Да. Пока у меня еще 1-й. Так, ну-ка, а если я запущу ее на курицу? Ну, по идее, не знаю, срабатывает или нет это, но... Надеюсь, тоже засчитывает. Так, это мы сдаем. Берем. И еще один. Так, снова ему надо покушать. Пойду-ка я лучше на приграничье. Там вроде бы еще были лисы. Так, пошел. Вперед. Так, сейчас, секундочку, надо отойти. Кое-что загуглить. Так. Все. Погнали дальше. Disciples Boots. Ну, давайте добавим коллекцию, так продадим. Ладно, туда идем дальше. О, отлично, все, рывок 2-го ранга есть. Прекрасно. Теперь я, наверное, просто пойду в Sentinel Hill. Там вроде бы должен быть, наверное, какой-нибудь стейбл-мастер. И верну своего преданного кабана. А этого можно и освободить от службы. Так, получил баф. Отлично, это 2-й ранг. Плюс 80 хп. Тогда, наверное, если я взял вот квесты на эти все Ливерпай, Westfall Stew, наверное, пока вот фармить буду. В принципе, можно и пофармить кожу уже здесь. Незачем бегать в Элвине, тратиться. Тратить стрелы и все усилия на слабых мобов. Так, этого отпускаем. Стейбл мастер.
Товарищ стрельбы мастер, ты вон где? Обычно возле таверны. Там, вижу. Так, все. Теперь можно понабрать тут квестов. Обучаем второй ранг. Да, смотрю, квесткалпер мне совсем поломан. Почему-то после обновления. К сожалению. Так, посмотрим, а что там у продавца луков. У него же вроде как должен продаваться. Так, 14, 16, 11. Так, ну у меня лучше. А, вот этот вот хороший. Fine Longbow. 48 серебра. Понимаю. А я тут немножко бомж. Но этот лук уже лучше, да. Буду на него только копить, получается. Займусь фармом тогда, да. Профессии самые первые квесты. Я, кстати, видел, по крайней мере, пока видос от того же Варгула насчет этого нового проекта Эпох. Пока что выглядит очень даже интересно. Они забавно, правда, придумали то, что игра сама на базе Лич Кинга, таланты БК, вот то, что я запомнил. Интересная идея. И видел то, что данжи тоже перерабатываются. Там у него был отрывок, где он показал мертвые копья. Так, неплохо перелопатили данж. Так что, думаю, надо будет как-то глянуть. Когда будет полноценное открытие, может быть, зайду, посмотрю. Так, ладно, полетели. Этот квест тоже можно сделать. Блин, надо было немного пофармить кожи, чтобы я смог обучиться тут же навыку. 85 и сделать себе плащ. Сколько он будет стоить там по ресурсам-то? Крафтинг. Лазерворкинг. 85, 85. Это вот этот. Light Laser 10 штук, блин. Ну ладно. Тут я уже смотрю вполне неплохие шмотки. Правда, не люблю, когда дают силу и ловкость только. И приходится жертвовать выносливостью.
Так, а сумки я вообще могу сделать какие-то или нет сейчас? Или только патроник? Да, патроник и колчан. Блин, эти перелеты не дешевые, я смотрю. Сделали б скидку. Так. Я тут еще думаю друида качать и подвинчить. Вот у меня он сейчас на 19-м левеле твинк. Я сначала на 19-м подвинчу. А вот потом на каком остановиться? Вот на 39-м или на 49-м? Просто если на 39-м получается для него лучшее оружие, наверное. Гномриган. Вот это, да. А, нет, даже для 29-го. Но все равно, по-моему, бис вообще для любого левела. Меня просто бесит то, что, скорее всего, наверное, на черепахе такое же ограничение, только 3 раза можно использовать бонус. Ладно, впрочем, ладно, это потом. Сейчас мы на охотнике. Так, задаем туда квест первый, который есть у нас. О, ну хоть и сейчас дал еще немножко денег. Спасибо, дядя Льюис. Так, ну что, пойдем туда фармить. Походу я забрал у этого паладина кабана. Ну, что поделаешь. Нужно быстрее действовать. Так, тут, надеюсь, залутал. Отлично. Так, там тоже вижу, можно снять шкуру. Так, волк. О, тут целая пачка. А, разбойник, наверное, тоже снимает шкуры.
Ну или нет. Странно. Привет, привет. Как твой охотник? Продолжаешь за него играть или уже надоел, может быть? Ты ж там вчера, я так понимаю, 10-м, может быть, уже апнул? Успел апнуть 10-й левел? Так, наверное, это да, не успею. Ладно. Пойду этих кабанов фармить. Охотник хорошо, после 10-го вообще легко. Ну вот, да-да-да, то, что я и говорил. После 10-го как нож по маслу. А потом еще на 12-м у тебя появится исцеление питомца. Единственный минус то, что это потоковое заклинание, которое нужно поддерживать. Потому что потом это заклинание будет переделано. И ты просто будешь накладывать как бы периодический эффект, как ходку от друида, да? Вот это вот Mend Pad ты получишь на 12-м, тогда вообще будет изи. А так, да, вот прям разница чувствуется. С 10-го это совсем другое дело. Ну и как я говорил, по статистике ханты больше всех погибают с 1 по 10 левел на хардкор челлендже. Это самый уязвимый класс из всех. Самый простой наверняка лог со своим бесом. Они самые быстрые, которые с 1 по 10, наверное, прокачиваются. Так что как-то так, да. Потом на 20-м будет Фрост ловушка. Тоже удобная. Удобная вещь. Сможешь легко приручать. Но на 24-м будет способность, которая узнает способности других монстров. Это будет полезно, чтобы узнавать способности других. Правда, кнопок у охотника будет немерено. Уже к 30-му панельки будут заполняться прям, ну, очень сильно. Так, что-то как-то просто идет квест с кабанами. Уже 5-й ливер. Странно. Обычно так быстро не фармится. Как назло, когда хочу побольше кожи пофармить. Так, койоты мне не нужны. Пойду ворон тогда. Флэш Рипперу. Так, койот. Кубан. Там вижу ворону. Да, и правда как-то быстро идет все. Так, лиса. Там кабан. Хорошо, ладно, пока возьмем птицу.
Так, ну что, леса, леса. Прикольно, кстати, добавили лесу. Раньше же ее не было в оригинальной классике. Способности у нее, по-моему, точно такие же, как у волка. Пустой. Понял. Ладно, вернемся к кабанам. Так, в принципе, этих тоже можно залутать. Правда, они 16 левел. О, там уже рисуются. Пойду туда лучше. Так. Зеленая шмоточка. Так, смотрим, у меня сумки уже заполняются. 3 стамина. Ну. Такое себе. Да, брони больше дает, но броня мне сейчас особо не нужна. Просто одену. Для коллекции. Но продам. О, стража уже бежала на помощь. Или? Да, вроде бежала. Так, здесь уже, смотрю, 17 левел. Блин, надеюсь, кабан справится. Да, вроде нормально. Кину один раз ему хилку. Найс. Медиум лезер уже с этого падает, ничего себе. А вот шкура нифига. Light hide. Печально. Так, кабан 14 левела. Ну, у меня вроде ничего не было. Да, ничего не могу обучить.
Так, вот с птиц как-то не особо мясо падает, к сожалению. С кабанов так вообще быстро вот. Вот это вот город Тускснаут. Довольно быстро. А птицы как-то мне не дают вообще ничего. Блин, как же удобно. Получается, вот я, будучи на 14 левеле, спокойно убиваю мобов 17 левела. Вот представляю, как бы его ковырял какой-нибудь вар. Да и тот же друид в форме медведя, допустим. Не знаю, разбойник. Учитывая, что даже я вот пока фармлю этого кабана, мое агро сбрасывается. Точнее, агро кабана. Так, сейчас пролагало очень сильно. Что это за лаги на сервере? Я вот не понимаю в последнее время. Так, ладно, ну что, попробуем теперь ворону. Так, тут вроде еще Dust Devil эти ходят. Один, по крайней мере, должен быть. На него бы не попасться. У него резист к яду. Так. Понятно, даже эти не дропают. Так, ну нормально, Воронов как-то проще он берет. Это, видимо, чардж кабана вот очень много решает. Так. Опять. Это что такое? Или в смысле, это у меня лагает? Не, в чате тоже пишут лаги. $325 МС. Найс. Так, где тут Dust Devil? Как-то его не видно. Ну ладно. Отлично. Так, а квест на ливер? А, у меня есть все. Я могу его сдать тогда. Буду дальше фармить тогда. Птиц. Просто по дороге, если увижу. А так... На мурлоков пойду, наверное. На мурлоков, големов. По дороге тоже. Так, пробуем. Отлично. Снятие шкур 11. 111, хорошо. По-моему, на 120 или 125 можно обучить следующий ранг. Тонкая шкура, правда, все еще не упала. Да. Так, я смотрю, уже сумки забились.
Так, надо продать сначала лучше весь мусор. Вот так вот. Вот так вот. Ништяк. Плюс опыт. Почти уже 15-й левел. Так, ну ладно, эту еду пока оставим. Попробую этих големов пофармить. С них, наверное, тоже, кстати, вот раз уж Quest Helper показывает, должно падать окра и хотя бы одна руна. Если нет, то если с этих ничего не выпадет, тогда я буду фармить, наверное, тех 15-го левела. Так, окра и руна, да, отлично. Руна есть. Сразу ее задам, потому что там следующий квест, который просит целых 10 таких же рун почему-то. С тех же големов, только посильнее. Поэтому сразу подготовлюсь. Надо бы еще где-то сумки достать. А то как-то 2 шестислотки, это совсем как-то печально. Надо вспоминать. Ближайшие 10-слотки, я помню. В Болотине за квест вроде бы дается один. Такой бесючий квест. Один в Дасквуде. Правда, там квестовая цепочка. Там нужен 30-й плюс левел. Ну, 30-й, ладно. И то там лучше в награду брать колчан, а не сумку. Так, тут можно продать хопс, по-моему, мне не понадобится. Я не собираюсь делать там квесты, связанные с этим. Flask of Oil 5 штук понадобится. Ладно, пока так. Так, 15-й левел. Смотрим, что у нас тут. Ну Revive Pad. Must have. Вот этот вот прям талант, вот он для хардкора это must have. Обязательно. Вместо 10 секунд 4 это прям вообще сказка. На случай падения питомца в бою. Да, конечно, есть разница. Колчан-то для стрел, а патронник он для пуль. Ты туда не запихнешь. Также, ну, вместимость это понятная штука, да. И плюс там еще написано то, что если у тебя стрелы в колчане, то увеличивает скорость стрельбы, вот, допустим, на 10%. Ты, по идее, можешь, конечно, стрелы носить в обычной сумке, без проблем. Но не будет вот этого бонуса к скорости атаки. Вот я тут только что заговорил о сумках. И, допустим, вот будет квест вот здесь, в Темнолесье. Здесь вот будет браться квест. The Night Watch называется. Там 3 части, да. Там сначала скелетов убивать, потом других скелетов. И потом вурдалаков. И вот после 3-й части, вот когда убьешь этих вурдалаков, у тебя будет награда. 3 варианта выбираешь. Либо сумку 10 слотов обычную, и либо вот патронник или колчан, который будет, по-моему, тоже 10-слотный, но он будет уже дать тебе
повышение скорости атаки не 10, а 11%. Поэтому, ну, я думаю, это важная штука. И вот такие вот колчаны и патроники, они редкая вещь прям, которые увеличивают еще больше, чем 10%. Я так раньше в детстве, кстати, думал, нафиг надо эти колчаны и так далее. Потому что занимает все-таки слот под сумку. Да и сильно не отличал скорость атаки. Так, на самом деле, даже и самому непонятно. Даже сейчас. Есть этот бонус или нет? Без понятия. Но лучше иметь на всякий случай. Так, тут, как всегда, я смотрю, конкуренция есть. Ладно, пойду на мурлоков. Так, вижу голема. Надо успеть его тегнуть. Падла. Блин. Их тут сколько? Надо убить по квесту 20 штук. Ну, смехнуться можно, да. Че он делает? Нафиг кайтить одного моба. Просто так, когда фулл хп почти имеешь. Так, руны тоже дропаются, это хорошо. Потихоньку выполняются все квесты. Так, а что не смог залутать-то? Во. Так, надо взять компас. Что там, часы? Бандана. Точно, бандана еще собираются параллельно. Блин, у меня сейчас точно будут вообще сумки заполнены. По самое не могу. Так, Бенни Бланка, ты в доме? Видимо, да. Ну, с ними я разберусь. Сейчас еще меточку кину. Думаю, даже хил не понадобится. Да. Завалим вот так. Изи. Кто, если не Хант, справится с такой задачей? Так, ладно.
У нас, по сути, все, что нужно, взято. Возьмем-ка мы попробуем 2 пака големов. Вот так вот. А, да, сразу крит прилетел. Так, -1. Отлично, второй. Нормально. Так, в смысле, а я уже все собрал, да? 8 штук. А, да, по квесту собрал 8 штук уже. Ладно. Блин. Так, стоит ли еще тут подождать этих големов или нет? Понятно. Ну уж нет, помогать я не буду. Так, слов кинул. В смысле, второй сразу переагрился, да? Ну тебе кинем слоу, братишка, тоже. Без проблем. А, питомец еще не бьет. Бей давай. Точно его поставил на пассивный режим. Ай, как хорошо руны падают. А то бывает вообще не падают. Хоть написано дроп рейт какой, 80%. Бывало так, что я играл, и они прям, ну, не падали по много раз. Так, вот этого ворона тоже возьмем. Не выпало. А. И снова у нас полные сумки. Прискорбно. Надо идти продавать тогда. Так, от того я успею тегнуть. Да, успел. Ох ты, еще и руна выпала. Хорошо, хорошо. Так, тут, судя по всему, должны зарезнуться, я думаю. Или я не прав?
Видимо, не прав. Странно. Там перебиты. Здесь просто пусто. Должно появиться тогда тут первее. Лады. Тогда просто продадим пока мусор. Ну, скорее всего, наверное, появится, пока я уйду. Ладно, неважно. Так, что мы тут можем продать? Малахит. Лэгмит. Окей, хопс тоже нафиг. Коппер, модулятор. Чанков, бормит тоже у него слишком много уже. Вот это можем тоже. А, ну да, вот они появились эти. Големы, големы, големы. Понятно. Просто всех успели тегнуть. Ладно, пойду пока сдам тогда. Самые первые квесты ухода. Что у меня было место. В сумках. Так, денежка потихоньку копится. Это приятно. Можно даже ради интереса сейчас еще раз бегать в тот магазин. К мастеру лука. Проверить, есть ли у него лук этот. Я бы его сразу выкупил. Блин, они еще точно взамен дали кучу еды. Так, надо покормить. Блин, крест-накрест идут. Тегают всех подряд. Ну ничего. Мы идем еще хитрее. Двоих сразу. А, да. Так, мне там выпал болтик, да? Все. Мне показалось еще что-то. Так. От 11 20. Ну так себе. Так, ладно. Гляну тут лук Sentinel Hill, а потом можно, кстати, посмотреть, кто эти вот палатки и горы на наличие этих бандитов.
Мурлков, кстати, так и не взял. Да. 0-3. Так, с воронами все. Блин, как же быстро сумки заполняются. Опять надо чистить. Сейчас просто еще падает, бывает, какая-нибудь штука редкая. Типа вот инженерный материал из этих големов. По одной штуке. Все равно нужно продать. Да блин, где он мешает? Так. Ага, этого лука нету. 14.26, 11.22, 7.5, 7.4. Понятно. Ладно. Нет, так нет. Так, что там по бандитам на крыше? На крыше нашей базы. Все постоянно ходят где-то там. Так, ну давайте попробуем. Назад. Все. Это тут уже сагрим. Пусть сам разбирается. Так, пойду-ка посмотрю те палатки. Что там творится? О, вижу на горе одного. Так, надо, наверное, сейчас все-таки заняться еще мурлоками лучше. Потому что ингредиенты для этого квеста уж много места в сумке занимает. И вознаграждение тоже 4 слота займет. Так, отлично. Пробежимся по полю. Может быть, голема встретим тоже. Так, ну живых я вижу, но там, как всегда, игроки есть.
Так, после боя надо покормить его. Хрен тебе. Мой. Так, нагрудник какой-то выпал, тоже серый. Всякая хрень падает. Не, ну хоть что-то, на самом деле, тоже. Плюс. Печка. Так, Flask of Oil все есть, отлично. Так, что у нас тут? Големы не воскрешаются. Ладно, пойдем дальше тогда. Так, тут я что-то не залутал. А, руна. Лишняя была уже. В принципе, этого сразу можно согреть. Так, исцелили питомца, агрим одного траппера. Так, отходим. Там все-таки внутри Бенни. Легендарный Бенни Бланко, убиватель хардкорщиков. Он многих порубил в капусту. В принципе, можно и бандюков. Сейчас. Всех, кого я тут вижу рядом. Подцепить. Там еще внутри, по-моему, будут они. Целая пачка. Надо подготовиться. Маны побольше взять. Восстановить, точнее. Так, ладно. Проверяем. На всякий случай лучше буду в обезьяне тут. Таргет. Вот он. Бля. Тесное пространство, это, конечно, смертельно для охотника.
Так, ну вроде нормально. Я ожидал, тут будет 3 моба. Причем хотя бы один из них, я думал, он будет смаглер. А тут все трапперы. Ну ладно. Так, голем. Видимо, не успею, да. Да, не успел. Ладно. Ну, сейчас должны резнуться другие, так понимаю. Поле пустое. Или опять будет долго ждать. А, мне только как раз только один и нужен, блин. Ну, я лучше тогда подожду. Так, кожу можно снять. Так, а механические цели, по-моему, охотник не умеет отслеживать. Вообще в целом. Блин, вот один голем нужен. Ребята, дайте одного голема. Пожалуйста. Пожалуйста. Дайте. Опа. А, видел друида видел. Видел. Друид Орды. Сейчас посмотрим, будет он убивать вот этих вот зеленого левела. Ну, то есть ПВП. Получается, этот прист, который сейчас тут пробежался, вот он как раз-таки в поисках этого друида. Блин, вот как нужны вот тут ходящие вот навыки какого-нибудь ферал друида, разбойника или охотника. Вот для таких вот дел. Отслеживание, невидимость, вот это все, ловушки. Надо поскорее сделать себе 2 персонажей. Друида и охотника 60-го. Потом издеваться над другими ганкерами, которые сюда приходят. Убежать наших младших. Так, а где все мурлоки? Так, что там зеленый рубах какой-то? Интеллект. Схематик Эстроу Динамит. Ну, не знаю. Так-то в чатике, конечно, можно спросить. Два из 3. Отлично. Так, а кастомный квест, видимо, с 16 левела открывается. Вот на что надеется игрок, который тут постоянно спамит? То, что хил 16 левела ищет группу в данж. Я вот искренне не понимаю, на что он рассчитывает.
Да, чувак просто не хочет принять простую истину. Эх, сказочник. Я чуваку просто простые факты говорю. Минимальная Минимальный порог вхождения 18 левел. С 16 да пофиг. Даже если там пристыд типа супер-мега хороший хил, ну какая разница? Ты будешь ниже левелом, чем другие мобы, ты будешь агрить, у тебя рейндж агро будет больше. С этой точки зрения вообще вот как-то не судьба подумать. Ты просто будешь дополнительно пулить другим людям паки. Особенно это будет заметно на корабле. В последней стадии. Стоит сброситься агро, и все пойдет на хила, и вот тут же шотнут. На что он рассчитывает, я не понимаю. Какой-то идиот в своей парадигме какой-то живет. Не, ну если он, конечно, там что-то делал, то ладно, это его дело. На 16-м левеле хилил это вот, крепость темного клыка, ну, по-моему, это сказки какие-то. Ну да ладно, ему виднее. Забавно только то, что он уже спамит это свое сообщение. Тут я не знаю, как долго. Видимо, почти все это время, пока я тут нахожусь. И его все еще никто не берет в группу. Так, ладно. 1 в 4. Пошел. Все еще ищет группу. Ай, блин. Какой-то клоун. Так, неплохо. 1 в 4 вышел. Даже хилка не потребовалась. Мог спокойно даже отвлечься на чат. Главное, не расслабляться так все время. Фейстанкинг. От приста 16 левела еще какой-то там чувак написал. Ну-ну. Охотно верю. Так, тут я смотрю, уже перебит лагерь. Жаль. Ну ладно. Спасибо этому дому. Мы пойдем тогда к следующему. Так, а что там по сумкам, кстати? Места-то почти не осталось. Да. Один слот свободный. Так, а это рецепт тоже тейлоринг? Да. Понял вас. Кожевничество рецепта не падает, только один тейлоринг. Так, пойду тогда в этот лагерь гнолов. И после этого надо будет вернуться. Так, что у нас тут?
Так, давайте этих двух крайних попробуем сейчас. Как-то они быстро падают, эти гнолы. Мне кажется, у них еще минус в том, то что они слабее бьют из-за того, что они стреляют из арбалета. Какой-то у них очень слабый урон. Думаю, все-таки действительно тут на первом месте это вот именно эти маги Братства Справедливости, которые фаерболами кидают. Вот они прям по кускам отламывают хп. Вот с ними я бы не хотел встретиться, как в прошлый раз. Это надо будет предусмотреть каким-то образом. Попытаюсь, наверное, в группе сделать. Так, все, последняя лапа есть. Эвелинин. На 40 уже появляются. Ну, тогда что я трачу?
Ловкость, интеллект. А, еще и ткань она. Тут, блин. Так, стрел. Ну, стрел пока нормально. Так, отлично. 16 левел. Надо еще к тренеру тогда. Гляну, там лук. Все еще не появился. А это так-то дешевле, кстати, на 16 левеле. ДПС у него лучше. Ладно. Все равно это апгрейд какой-никакой. Во всех смыслах. Так. Ну что, полетели тогда? Defiance Brotherhood. В Лейкшайр надо. Тоже можно поделать. А, Братство Справедливости еще не сделал. Может быть, даже лучше его сначала даже сделать. Почему бы нет? Все-таки квестик простой. Так, что у нас там? Давай замедлим тебе, братишка. Лагать-то не надо. Ладно, аспект обезьяны. Блин, меня это уже начинает реально бесить. Начал, блин, хардкор челлендж. Несколько лагов в день. Неприятная стабильность. Так, остались смаглеры. 10 штук. Посмотрим, там в горах, может быть, уже появились. Хотя, что смотреть, мне же... Да. Траппер не нужен. Так, здесь у нас смаглеры. Отлично. Надо скорее туда идти.
На. Я вам не ложкой деланный. Блин, какой же кринж я сказал. Надеюсь, это никто не услышит. Так, сюда, плюс 4, отлично. Что там у нас? Смаглер. Правда, его уже завалили, да? Да. Ладно, пойдем в гору. Там у нас 2 смаглера, отлично. Так, точно, кожу забыл снять. Так, еще 3. 3 смаглера. Угу. Угу. Не лутают, не лутают. Нехорошо так делать. Ой, нехорошо. Блин. Так. Defies smuggler. I see him. At least I saw him. Здесь они на ферме, получается? Да. Да. Ладно, надо 3 как минимум взять. Сразу же. 1. 2. 2 есть. Ой, не того. Fuck my life. Ну ладно. Помоги, Кабанявскас. Так, снова орел. Блин. Так. Ну, ладно. Есть тут еще у нас смаглера? Ага, там показывает. Так, могу лутать. Понятно. Ну ты какашка. Так, ну вот последний смаглер. И что у нас? По-моему, еще квесты здесь берутся. Опять. Приходится по памяти все делать, блин. Надо мне, короче, взять и переустановить аддон. Так, Abandoned Letter. И еще надо вот проплыть на те острова, по-моему. Взять квестик.
Блин, тут столько враждебных всяких монстров. Все надо обходить потихоньку. Так, поменяем саундтрек. Ладно, пофиг уже. Не обойти. Ничего интересного. Засорять. А хотя места много можно. Можно залутать. Что, плывем на остров в океане. Так, я чутка сбился с курса, пока тут в другое окно заходил. Так, ну сейчас тогда верну эти квесты, сдам. Сначала Field Church, получается, People's Militia. Потом Штормград полечу, потом The Defies Brotherhood сделаю. Опа. Хардкорщик погиб от руки Нэнси Вишес. Это семья одного из боссов. Одного из боссов первой части. Подземелья. Скарлет Монастыре. Нэнси Вишес, это, наверное, его бабушка, получается. Там вроде бы сделали кастомный квест, который вот нужно осуществить. Прийти там в дом к этим Вишесам. Там два элитных. Дедушка и бабушка вроде бы. Ох ты. Рарный гнол. Тут я думаю, что за стадо бежит там? Блин, не убивайте его, пусть он залосается. Да, я его сейчас заберу. Правда, если у него охраны не будет там много. Кайтит. Молодец. Кто бы ты ни был. Кто там? Что за игрок? 21 левел, ну понятно. Так, закайтил гнолов. Правда, некоторые его догнали. Блин, жаль. Я думал, залосается он, и я смогу его забрать. 19-й, 21-й. Скучно. Я-то думал, какой-нибудь 16-й, там будет 18-й. Это нечестно.
Ну, хоть какое-то движение сегодня в западном крае. А то Орды я как-то не вижу сегодня. Ну, только вот одного Ферал-друида. Привет. Да потихоньку. А, в начале стрима покачал профессию немного. Прокачал вот кожевничество до 84. Наделся до 100, но, к сожалению, кожи не хватило. Как-то уж очень много жрет кожи некоторые изделия. Потом приручил себе кабана в западном крае, чтобы выучить рывок второго ранга. И вот, есть рывок второго ранга теперь у моего постоянного кабана. По деньгам, ну вот, сейчас вот 74 серебра у меня. Плюс-минус я там мусор всякий продавал, пока делал. Квесты пока фармил, все вот это вот. Ну, так, средненько. На что-то приходится тратить деньги, на что-то вот... На каком-то мусоре поднимаю. Сейчас вот еще немного продам тут. Всякой всячины. Почему-то вот этот вот весь мусор, он не такой уж дорогой по деньгам, странно. Хоть я тут уже и всякую зелень выбивал, и чего только не было. Но получше, во всяком случае, это лучше, чем вчера, для сравнения. Первые квесты вот уже сделал. Здесь вот сделал квесты. В западного края. Здесь вот. Все вот эти вот по фарму животных и так далее. Сейчас вот полечу в Штормград по некоторым квестам и к тренеру. Посмотрим, сколько у меня денег останется. Ну, кстати, 79 уже. Это с учетом того, что я вот только купил еще лук себе. Тут вот в магазине за 38 серебряных монет. Так что у меня, наверное, голда была какая-то. Это небольшой, но апгрейд к предыдущему моему луку. К сожалению, тут вот есть один на 14 левел, но что-то его все нету и нету в магазине. Поэтому думал, ладно, пофиг. Куплю вот это пока что. Так. Вот, ремень можно продать. У меня тут куча всякой всячины. Предыдущий лук, он был по общему урону 10-20. ДПС был 6. 6,0, да. По скорости он был чуть медленнее, да. 2,5, по-моему. Где-то так. То есть вот по скорости он чисто был получше чуть-чуть. Тут 2,2. Но общие-то статы получше. И урон, и ДПС. Поэтому, думаю, уже пора. Тем более тот был для 10-го, это для 16-го. А вот этот вот для 14-го левела, я думаю, даже лучше, чем вот этот для 16-го. Тут 14,26, 7,4. Тут 7,5. Тут скорость 2,7. 2,2. Но его вот нету, к сожалению. Никак не дождусь. Так, что-то что можно продать-то? С сумками сейчас проблема. Вот это вот самое главное сейчас. У меня все еще 2 шестислотки. Я вот не знаю, искать ли какого-нибудь игрока, который сошьет мне, или все-таки надеяться, что дропнется где-нибудь. Я уже много раз освобождал сумки. Так, точно, стрелы пока, помню, докуплю. Тут хорошо хотя бы квесты начали давать побольше золота. Ну, серебра, точнее. Это радует. Восьмислотка, 25 серебряных. Да уж. Да, конечно, дорого. Это вообще невыгодно. Я тут уже вот сколько качаюсь в западном крае, и тут вот в общем чате вот спамит игрок Ли Ге Яр. Это прист какой-то. Он уже вот всю дорогу спамит. Правда, вот последний его предыдущий спам был 16 левел.
Вот, 16 левел, прист, хилер, ищет группу в мертвой копе. Вот твое мнение. Не маловат ли уровень для хила на присте? То, что я ему написал, то, что 16 как-то, ну уж очень маловат. Хотя бы 18 набей себе, и тебя возьмут сразу же просто. Без проблем. А он мне тут же начал заливать то, что он спокойно на 16 левеле даже крепость Темного Клыка отхилил. Ну, блин, ребята, это как-то несерьезно. Я чуть не верю. Тут зарегать даже нельзя, кстати. Вот я сейчас 16-й. Просто я к тому, может быть, он и отхилит, если, допустим, будет толковый танк с хорошей выживаемостью и хотя бы один ДПС, прям который, ну вот, хорошо будет вносить импакта много. Допустим, какой-нибудь Фростмаг. Фростмаг, я не знаю, или Разбойник. Прям вот заряженный. Но так, если будет вот все там будут на 18 левеле, и он еще на 16, мне кажется, нифига. Ну вот я то же самое. Когда он мне начал рассказывать свои байки о том, что он там вот успешно как-то хилил, вот уже до этого. И вот я ему в ответ спрашиваю, тогда почему ты все еще спамишь это сообщение на протяжении уже целого часа или сколько? Он в ответ промолчал. И вот теперь уже пишет то, что 17 левел. Видимо, все-таки понял то, что нужно прокачаться немножечко все-таки. Все-таки агро рейндж там будет больше. На 16 левеле его издалека там будут видеть. Не знаю, там вот в районе, там где вот будет эта гоблинская мастерская. Он цепанет больше гоблинов. Возле корабля, там где Last Boss, я думаю, он тоже будет цепать тут же сразу, я не знаю, агрить многих мобов, которые там прям сверху будут стоять, я не знаю. Мне так, по крайней мере, кажется. Он просто тупо не потянет. По мане просядет тут же быстро. Пещера под Гримари, да, конечно, вообще без проблем. Но так как он спамил это в западном крае, то, скорее всего, он за Альянс. Так. Да, Хай Эльф Прист. Жаль, кстати, то, что у Альянса нету подобного данжа. Такого же уровня. Да-да-да, он не хардкор. Он во второй гильдии, в которой все новички сидят, не хардкорщики. Newcomers называется, вот она. Так, мне туда. Окей. Это я вот в хардкор, гильдия Still Alive называется. 800 человек, кстати, онлайн в гильдии. Всего 3111. Блин. Да, и еще одна, кстати, проблема. Почему-то в последние дни уж частенько бывают задержки именно у самого сервера, лаги. То 5, то вообще даже, ну да, 5-7 секунд, я бы сказал. 10, может быть, еще не было такой серьезный. И вот это прям вот реально начинает раздражать. Сегодня вот было такое серьезное зависание на секунд 7. У меня аж пинг поднялся. Почему-то тоже. Хоть и в гильдии тоже начали писать, то, что лаги, 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 ай-яй-яй. Ужас. Это было где-то, ну не знаю, час назад. может быть, и додосит. Фиг знает. Не знаю, как вот с онлайна по вечерам. Я вот сейчас по вечерам особо не играю. А так вот в это время 3К. Но смысл Дудоса, думаю, да, так как сервер стремительно набрал популярность. Вполне возможно. Наняли какого-нибудь. Ну или какие-нибудь народные умельцы тоже сами по своей инициативе. Вон как этот Насталриус прикрыли.
Там же онлайн сколько был? 10к плюс. Тоже ж лагал, по сути. Но его прикрыли именно по инициативе Blizzard, а вот самых толковых, ну или даже всех разрабов на Сталариуса просто взяли к себе на работу в Blizzard, по-моему. Вот если не ошибаюсь. Так, сейчас мне куда? А, понял. Так, это в квартал гномов. Так, точно, я сейчас еще планировал на пару минут выйти из игры и переустановить свой Perfect Quest, а то он мне совсем мозги пудрит. Что-то с ним не так. Ну вот сколько раз об этом речь шла, все сходились ко мнению, или может быть просто некоторые реально знают на 100%, то что сервера находятся в Великобритании. По крайней мере, мне еще известно то, что вот в Австралии, допустим, людям вообще некомфортно играть. Так, что у нас тут еще можно точно квестики взять в данж. Так, квесты. К тренеру, точно. Сейчас я 16 левел, пэт-тренер 18 левел. Обычно, правда, все думают, то, что сервера в какой-нибудь Франции или в Чехии, а то и даже в России почему-то. Некоторые классические сервера, по-моему, кстати, действительно прятались тоже в России, потому что законодательство там иначе как-то работает и больше защиты. Ну да, в этом плане. По-моему, даже, мне кажется, выгоднее в России их держать. Так, что у нас тут? Raptor Strike, давайте возьмем. Да ну и все. Пока буду экономить. Трапа не нужна. Ха, да. Это прям вообще вечно живущие. Ну хотя, какой там Изенгард, по-моему, был как-то, вроде его прикрыли, не? Или он работает еще? Я вот помню, какие там, вот помимо этих двух, Сируса и Дракуля, Изенгард и Ювов. А, работают? Я вот смотрю утренние новости ММОРПГСУ, и там частенько рекламируют. Вот сегодня, кстати, была реклама Дыркуля. Там же было открытие Легиона X11. И там вот сейчас вот будет открывать Каражан. 7.0.1 патч. По-моему, такой. И вот ведущий прорекламировал очередной раз Дыркуль. Одни из моих, кстати, первых стримов на канале были связаны с Дыркулем. Я попробовал, там 4, по-моему, стрима у меня было. Онлайн никакого не было на этом стриме, никто не заходил. Я там вообще прокачивался тупо на АФК режиме. И понял, ну блин, вот столько лет прошло, и работоспособность... Ах, это просто без комментариев. Они никак не могут просто сделать нормально. Никак. Никогда вот не могут. Сколько времени прошло? Такое ощущение, что им просто насрать. Там где в банальных квестах, допустим, надо, допустим, ну, вот не знаю, поговорить с каким-то NPC, там, диалоговое окно какое-то, и нажать, чтобы его там, я не знаю, условно спасти. Вместо этого этот NPC будет желтого цвета и как цель, которую можно убить. То есть тебе ее нужно убивать, чтобы тебе квест засчитали. То есть вот до такого уровня до сих пор все в кавычках работает. Серьезно? Ну да, у них же этот магазин, по-моему, все можно купить. Там на серверах 3.3.5 каком-нибудь X5, там, наверное, уже все просто с максимальным под 6К ГС ходят. Все ретрики, ДК и армсы с этими ШМами бегают.
Ну нафиг. На Сирусе я тоже играл, но там плюс-минус нормальная работоспособность. Правда, вот эта вот кастомная хрень с нагами. И вот какая там еще раз, я не помню. Не очень мне понравилось. Я пробовал на Вармейне, у меня там есть персонажи. На Вармейне и еще на каком-то. Так, куда мне сейчас надо? Вот я пока говорю, не думаю. Так, точно, лучше на стартовую локацию людей сначала. Вот Вармен и еще на каком-то я играл, я вот не помню. Просто на одном был ТБК, а на другом Лич. А так мои путешествия по пираткам начались именно с Дыркуля. Когда он там прям, по-моему, переживал пик популярности, когда там открывали и открывали новые миры. Миры ЛК. Там более X5, X10, X15, X20, X25, X50, X300. Просто целый список личей, и все они были практически заполнены. Все. Я, по-моему, тогда играл на X25 каком-нибудь. Это те времена, когда вот только начали появляться пиратки Катаклизма. То есть это плюс-минус, вот когда Катаклизм был актуальной версией. Так, пока помню. Тут, наверное, сейчас вот выйду и перезайду. Переустановлю, короче, аддон быстренько. Это займет чисто пару минут. Так. Сейчас посмотрим. Либо я скачаю тот же, просто Perfect Quest, либо оба Perfect Quest и для черепахи отдельно. Сейчас посмотрим, как у нас тут все это. Ладно, на всякий случай просто перескачаю по новой. Оба. Так. Так, все есть. Отлично. Загрузки. Че эту папку VDB почему-то постоянно просят удалять. Не знаю, помогает это или нет. Так, ну ладно, надо сначала, наверное, распаковать все это. Так, это мы удаляем. Так, а Turtle что у нас? Unpack zip файл и переименовать еще. Окей. Perfect Quest Turtle.
Понял. Вроде бы так. Окей, откуда у меня берутся папки? Perfect Quest, Icons и все остальное. Это что-то отдельное? Так, сейчас еще пару минут. Icons, an extension to use Gatherer. Понял. Это вообще не то. Тогда хорошо. Тогда просто удаляю сейчас. Perfect Quest Turtle. Так. Так, Perfect Quest мы закинули. Тут тоже просто закинуть. Хорошо. Так, ну вот, вроде все сделал. Вроде все как надо. Все, запускаю. Попробуем. Так, тут вроде все. Так. Так. Ага. 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 Ну, по крайней мере, сейчас вроде все нормально. Вроде сработало. Хорошо. Отлично. Ладно, все, продолжаем. Warmane, кстати, неплохой тем, что там еще и онлайн довольно стабильный. Там, по-моему, несколько игровых миров было. Там несколько тысяч тоже играло. Не знаю, как сейчас. Но я вот искренне не понимаю, почему люди все еще играют на Дыркуле. Потому что там от слова ничто не меняется. Работоспособность все такая же, ну, мягко говоря, средний уровень. Контент, ну, они пытались даже классику сделать. Я даже там играл на этой классике, но сколько она просуществовала? Год, два. Первое время, окей, был онлайн. Все нормально, все хорошо, работоспособность даже была прям хорошая. Лучше среднего. Но потом там с какой-то фазой они врубили опять донат, и все пошло по наклонной. И просто народ ушел. Она умерла. Я вот не знаю, я играл на Лордероне 1005-6. Ну да, вот 5-6, а то и может быть даже чуть больше, там еще на пару тысяч. Так, Бразер Нилс, по-моему, сюда наверх. Так, сейчас я даже гляну. Warmane. Сейчас там Frostmourne недоступен. Лордерон 2800. Ice Crown 9000. BlackRock 500 человек. И Mists of Pandaria 300 человек. Я вот не помню, вот на каком я играл. Frostmourne, Лордерон или Ice Crown. Вот не помню. Frostmourne или Лордерон. Лордерон, наверное, тоже я играл. У меня там вроде бы есть Ретрик и вроде бы ДК. Просто, ну, Ретрик у меня вот прям вплоть до ЛК это вот мой любимый класс, потом Ферал, ну и ДК просто потому, что я на ритейле долго играл. Там начиная
Shadowlands, БФА, Легиона даже. Да, с Легиона начал за ДК, за Фрост ДК играть. Потом решил попробовать Личевского Фрост ДК, и тоже, ну, неплохо, я бы сказал. Очень даже прикольный. Хоть я бы сказал, чуть сложнее, чем на ритейле. А, блин, квест взял, но не выслушал. Там же по следующей части, да, надо с ним поговорить. Бля. PvE сервер с X1. Я, кстати, на пиратках, по-моему, ни разу не играл на X1. Так. Так вот. Все. Поговорили. Всего доброго. Так. Harvest Golem Mystery это я уже сделал. Окей, тогда в Красногорье полетели. Ну вот, по-моему, как долго фишка была у Frost DK? То, что они либо парные клинки используют, либо двуручку. И вот всегда были споры, какое лучше. Одна двуручка, либо парные клинки. Ну, оружие, точнее, парное. Я, если честно, вот когда уже они полностью прям под 6 КГС, там вот максималка какая, там 5,8, может быть 5,9, не знаю. Я уже тогда не знаю, даже не вижу разницы, какая разница. Вот, либо у тебя тот же ШМ, либо еще какие-нибудь там героического уровня одноручки. Или за ПВП рейтинг какой-нибудь. Мне-то вообще больше по стилю нравятся именно парные оружия. Хоть и, к сожалению, на ритейле вот уже какой аддон подряд не могут нормально сбалансировать, чтобы было комфортно играть. Именно парными. Сейчас вот почему-то отдают предпочтение двуручному. А мне вот это не нравится. У него получается от бурста до бурста ДК живет. А то, что Шем, это я вообще не удивлен, конечно. Я сам, максимум у меня какое оружие там было, но я как раньше говорил, я не поклонник вообще PvE контента, рейдов точнее. Я ненавижу рейдить. Это очень много времени забирает, плюс дофига народу, и по-любому будет какое-нибудь кумовство. Поэтому, ну это нафиг. Все дело. Только если чисто там эти баджики фармить и так далее, тогда да, можно что-нибудь прикупить. Поэтому я любил только PvP. И вот самое сильное оружие, которое у меня было, это вот по квесту Кельдалар. То, что там потертая рукоять выбивается. Это вот самое сильное. Сильнее мне не было оружия. Вот у меня был ретрик. 5,4 может быть какой. Гирскор. Или не-не-не. Многовато. 4,8, наверное. Где-то так. 4,7, 4,8 ГС. Там, наверное, на аренах нереально весело встречать таких игроков. Особенно 3 на 3. Когда какой-нибудь ДК, Армс и прот, не прот, а Холли, Паладин. Это прям, наверное, вообще смертельная комбинация.
Так, сколько уже стрим идет? 3 часа. Ну что ж, если 3 часа, тогда надо будет скоро заканчивать уже. Да я уже скоро буду заканчивать, наверное. Максимум полчаса еще постримлю. Так, что у нас тут? Так, в принципе, как обычно, возьму первых квесты, которые попроще. Но их выполню, наверное, попозже. А в западном крае у нас что осталось? Да нифига, кстати. Тогда посмотрим. Ладно, искупаемся. Соберем эти штуки под водой. Так, куча грязи у нас где? Ясно, пойдем в ту сторону. В опасную зону мурляков. Сейчас бы главное не слиться. Не утонуть, не погибнуть. Так. Ну, судя по всему, их не перебили. Так, вижу кучу грязи там. Мгм. Ладно. Иди в бой, товарищ. Так, похилим. А, не могу. Тогда так. Так. Есть. Кое-как мы можем убивать. Братишек высшего левела.
Так, пока он отвлекает Мурлока, я беру сундучок. Крыса плейстайл. Все, хорошо. Ну вот. Все вот эти вот легенькие квестики я пока сделаю. Будет плюс опыт, может быть и 17 апну. Перед тем, как закончить сегодня. Так, а что там по Old Westfall. А, обратно нужно в западный край, ладно. Хофнунг пал от руки Defias Bodyguard. Понятно, очередной разбойник не справился со своим заданием первым. Классовым заданием. Но там на самом деле не такой уж простой квест. Его сложно как бы пережить. Я вот, по-моему, когда я его тоже как-то делал, не получалось. Там они, во-первых, патрулируют, охранники, там внутри еще. Тем более на таком маленьком левеле есть большой риск того, что тебя просто обнаружат в стелсе. Там же нужно, по-моему, не убить противника, а именно обокрасть с помощью способности Pickpocket. Так, снимем шкурку с этого большого кабана. Офигеть, сколько я снял уже шкур, и ни одной вот Light Hide, как он там называется. Да, Light Hide, вот ни одной не дропнуло. Почему так? Так, сейчас хоть более приятный такой шмот. Зелень, зелень повсюду. Красиво. Ну ладно. Лук и наруч. Хрень. Оружие, тем более для ханта, всегда хочется получше. В этом плане сразу вспоминаю инженерное дело, то что там разные ружья. Плюс прицелы. Так, ладно, тут пешком лучше пойду. Так, ну что, по сути, это какой у меня? Третий стрим по счету. И я вот уже 16 левел. Догоняю своего предыдущего охотника, который, вот напоминаю, погиб у меня вон там, вот чуть дальше по дороге. Где вот находятся орки уже. Начинается лесопилка. По срокам, возможно, даже я быстрее прокачиваюсь в этот раз. Хоть я и прилично так время еще трачу на прокачку профессии. Так, опять сумки заполняются. Надо очистить. Рыбка. В принципе, что получается? Можно тогда что-нибудь уже продать из еды. Наверное, вот это вот первое, то, что у меня. Оставить молоко и хлеб.
так вот, а рыбку сюда. Плюс тут еще и Долоран Шарп. Тоже. Какая-никакая еда. Точно, я тут вспомнил. Мне же надо еще выучить бинты. Поэтому надо лететь обратно в Штормград. И камень возвращения поставить. Скоро. Или как мы сделаем? А, сейчас вот используем камень возвращения, чтобы сдать один квест в Золотоземье. Так, уровень доверия, что ли, поднялся? А, ну это уже было. 4-й вроде бы был. Фига тут памятников. Так, ну вот, все. Стоим немного в палаточке, чисто вот полоску доведу. До следующего уровня. И пойду на Грифона. Полечу в Штормград. Так, кожа может быть, не знаю, либо продолжить прокачку с небольшим количеством, либо сбросить банк. Так, это, я так понимаю, заспамили скрипт, который показывает, сколько у тебя бонусного опыта отдыха. Ой, ну нафиг я его не буду использовать. Блин, палатка исчезла. Ну ладно. Сколько есть, столько есть. Полетели дальше. Под зала. Так, значит, тогда ставим точку возвращения сразу. Так, это есть. Берем кожу. Там, хоть и одна всего лишь штучка, но расходовать надо. Больше тут ничего такого и нету особо. Так, теперь идем первую помощь изучать.
Так, отлично, как обычно, в общем. Лишнее продаем. А то, что задействуем, закинем сюда. Под конец сумки. Так, теперь. Теперь. Кожевничество. Так как все-таки у меня штанцы по квесту и дают 2 ловкости, я все-таки лучше сделаю плащ на выносливость. Так как там были и другие, по-моему, штанцы, которые я мог тоже сделать с выносливостью, но у меня их не получится сделать. Ну, в общем, посмотрим. Но так или иначе, я предпочту выносливость. На ранней стадии количество хп больше важно. Так, что у нас там? Light Laser. Обрывки нет. Окей. Что у нас тут получается? Перчатки мы, да, делаем? Одну штуку сделаем. Так, ну вот плащик. А, еще и туника. А, ну, по-моему, тунику я точно не смогу сделать, да. Потому что на целых 3 просят. Light Laser Hide. А у меня ни одной. Так, ремень, штаны. Брасы. Так, клок он в этой... Ага. Ну, давайте сделаем так. Блин, золото заразит. Очень сильно. Так, смотрим, что у нас там дальше. 95. Штаны на ловкость и дух. Только еще покруче. Я вас понял. Кстати, на какой они левел? На 14. 95, а у меня навык 86. Не хватит все равно. Поэтому я сделаю что? Ладно, давайте на желтый. Пока еще желтый. Попробуем сэкономить.
Так, ну в принципе неплохо. Практически за каждую созданную перчатку я получил навык. Весьма неплохо. Так, ну все туда. Остальное мы скинем сейчас. Получается, эту кожу мы скинем в банк, чтобы не мешалось лишний раз. Так, это ну что? Мгм. Так, теперь тогда мы делаем квест Messenger to Stormwind. Возле входа в город надо поговорить с генералом армии. Так, покормим. Так вот. Сумки немного освободили. Так, отлично. И теперь мы возвращаемся в Лейкшайр, потому что следующий квест будет Messenger to Westfall. Тогда, соответственно, я смогу сдать больше квестов. Не придется туда-сюда чаще летать. И, соответственно, тратить серебро лишнее, которое у меня и так не так уж и много. И все. И все. О, F. Хардкорщик проиграл. Благодаря очередному порождению нежити под названием Stitches. Элитные поганища в Дасквуде 35-го левела. Он там по КД просто спаунится практически. И до него пал игрок от элитного медведя All Sooty, который находится в Локмадане. Его тоже надо по квесту убивать там, по-моему. Он тоже, кстати, довольно активно прерывает жизнь хардкорщикам. А то и даже чаще, чем Stitches. В общем, F, ребятам, F. Глупая, но достойная смерть, ибо противник был достоин. Пали смертью храбрых. Я вот сейчас думаю, а вот брать ли мне Improved Predator Aspects или все-таки взять Thick Hide? Increases the armor rating of your pets by 10%. Ну и, соответственно, будет 30% увеличения брони. Еще плюс 30% это прям... Вообще моего кабана сделать супер танком. Типа он, может быть, ну его, этот бонус к скорости. Потом апну ближе к максимальному левелу. Ну, если, конечно, повезет. О, палатка. Воспользуюсь, чтобы довести полоску отдыха.
Ну вот. Добрая душа на воине. Дала мне наплечники. Да, тут он, конечно, правильно говорит. Кто знает. Может и помрет через 5 минут. Тогда действительно жаль просто всех тех предметов, которые ты выбил за свое время. А так, да. Кстати, пригодятся. Первые мои наплечники вот уже будут на 17-м левеле. Отлично. Хотя бы из ткани, пофиг. Что-то лучше, чем ничего. Так, ну вот. Этот квест мы сдали. Плюс 5 серебра, хорошо. Теперь мы берем следующую часть. Messenger to Westfall. Ну вот. Теперь у нас получается есть Messenger to Westfall. Harvest Golem Mystery. The Old Church. Defies Brotherhood. Вот. Столько квестов и сразу в одном месте сдавать. И вот с этой пачкой квестов можно теперь спокойно лететь в западный край. Так, какой там онлайн? 3200, понятно. Ну, в принципе, рабочий день. Понять можно. Думаю, где-то в час пик, я бы сказал, ну, ближе к вечеру, этот онлайн удвоится. Я тогда, наверное, зайду, буду играть за другого персонажа. Это уже вне стрима. Вчера ходил в Гном Риган, кстати, на том своем втором персонаже. Это, если говорить кратко, это был пиздец. Учитывая то, что у нас был первый босс, который там вот надо с динамитами пещеры проламывать. Блин, просто первую пещеру взорвали, и наш ДПС Рога взорвался возле динамита. Стоял рядом. Блин. Взорвали потом второй. И танк наш там уже взорвался. Только он еще и умудрился за стеной встать в этой в пещере. Дебил. В итоге бежал всю дорогу. Пока он бежал, Рога стал в АФК и просто отстоял в АФК. Пока мы остальные просто пошли дальше трэш бить по дороге. Продвигаться, пока танк бежит духом. Обратно в Гномриган. Блин. Естественно, были проблемы ближе к последней части. Когда уже начали продвигаться к ласт-боссу. Столько раз агрили. Блин. И всегда... Ну, ладно, не всегда, но практически всегда виной был вот этот вот дебил на Роге. Мало того, что он меньше всех урона нанес, так он еще и постоянно агрил всех. Блин, я еле сдержался. Еле сдерживался, чтобы не обругать этого идиота. Счастливой случайностью еще много чего полезного, всяких вещей падало. Естественно, он их всех низил. Вот жаль, что не было у него никакой конкуренции.
чувак просто внес меньше всего импакта. И получается столько всего. Так. Значит, мне надо теперь и в Лейкшайр, и в Штормград. Ну ладно. Пока деньги позволяют. Deliver the Harvester Blueprint to Baltimore. В принципе, можно сейчас к нему сходить. Так, не лучше другой трек поставлю какой-нибудь. Как-то уж многовато скрипки за сегодня. Че, уже Red Silk Bandana смогу взять квест, что ли? Вроде нет. Так. О, в кои-то веке, кстати, отображает то, что я могу туда именно пойти и сдать квест. Потому что с самого начала, как я только начал играть на Turtle Wolf, я не видел вот этого вот места по этому аддону. Он не показывал. Пришлось искать, гуглить, куда идти, к кому сдавать. Так, сдам и возьму у него квест. Выполнять я его буду чуть позже, когда я буду повыше левелом. Потому что там надо будет продвигаться в обе пещеры, в которых будут эти кастеры. Defiance Brotherhood. Поэтому будет опасно. На 16-м, я бы сказал. Я лучше это буду делать на 17-18 левеле. Соответственно, учитывая, что квестов тут уже не осталось, надо думать, куда я пойду дальше. Либо я просто буду фармить мобов для кожи. Либо пойду, ну не знаю, может быть, в темные берега. Допустим, там квестов много. Лок-Мадан хоть и хорошая локация, красивее, лучше. Но там квесты я не знаю. Можно поэкспериментировать, кстати, да. Почему бы нет? Old Engineering Tools. Понятно. Точно. Это еще надо вот в Мунбрук идти.
Но это я лучше попозже сделаю. Сейчас, в общем, вернусь, доделаю все вот эти вот квестики, поговорить, все вот это вот. И отправлюсь, наверное, тогда, да, в темные берега. Humble Beginnings. 15 левел. People's Militia. 14 левел, блин. Так, может мне тогда сейчас это сделать? Ну, хотя бы Humble Beginnings. Ладно. Темные берега я не пойду сегодня. Я доделаю квесты на следующем стриме. Здесь вот такие, которые еще полегче, вот типа вот The People's Militia. А потом уже в темные берега, наверное, пойду. Так, все, есть, валим. Тут уже спауниться мобы начинают. Так, ну тогда, наверное, сначала в Лейкшайр, учитывая, что там только один квест нужно сдать и все. И больше я туда пока не появлюсь. Там не появлюсь. Может быть, сегодня разве что вот возьму тот квест, который я только что тут смотрел. В Дарнасе. Вот этот вот. На темные берега. Я, правда, не помню, это обязательно брать. Там просто по одной цепочке, потом в Wetlands идет цепочка из Даркшора. И можно хороший топор такой залутать там. Двуручный топор, кстати. Я вот не помню, какие он там статы дает. Вроде бы тоже неплохие. Так, это я, получается, сейчас 17 получу. Еще ладно. Деньги надо копить потихоньку. К 18-му. Так, 2 хардкорщика погибли.
L'Hôpital. Died of Natural Causes. На 36-м левеле. Ой-ой-ой. Вот это вот было очень обидно, я думаю. И игрок 12-го левела. От какого-то NPC 16-го левела. Ну это ладно. Какой-то дурачок. Так, ну вот. Чуть-чуть денежек вернули. За полет. Жаль, камень возвращения еще на когда. Я бы сейчас на нем в Штормград махнул. Что он там такого выпил, что его застанило? Странно. Так, ладно. Летим в Штормград. Так, сдадим тогда Humble Beginnings. И The Defies Brotherhood. Тогда просто сгоняю в Дарнас, просто чтобы взять квест. Так, ну что, это решено. Думаю, вместо... Пока что вместо вот этой вот стрельбы я лучше апну броню своему питомцу. Тоже пригодится. А потом уже здесь прокачаю сразу подфайндинг, чтобы быстрее бегать. Unleashed Fury, получается. Вот этот вот я передумал, не буду прокачивать скорость передвижения питомца. Ну вот я думаю, либо я вкачаю в Unleashed Fury, тогда тот третий талант, да, вот отсюда. Либо я закину сюда вот этот вот талант, себе в стрельбу. Чтобы все-таки хоть как-то себя бафнуть. Надо думать.
Наверное, все-таки себе в стрельбу еще один пунктик закину. И будет нормально. Так, Defiance Brotherhood взял следующий. Это обратно в западный край надо сдать. Хорошо. Ну ладно, тогда все, тут я остановлюсь тут, вот сейчас сдам. Old Church. А, я еще тут вот могу сдать квест, точно. Свинья и свисток. Pig and Whistle. Окей. Он меня отправит в Красногорье на пауков. Ну вот, сейчас вот сдам и буду 17-й. Наплечник с собой. Смогу его надеть. Прям больше даже радости добавляет, когда появляется первый наплечник. Просто потому, что ты еще в хардкор режиме. Такую остринку добавляет. Каждая новая, вполне подходящая для тебя шмотка еще больше радости дает, чем в обычной классике. Это вот прям приятно. Каждая шмотка имеет значение. Так, ну вот. Наплечник. Талант. Вот сюда. Ну вот. Тогда все. На сегодня я заканчиваю. Следующий стрим тогда посмотрим. Наверное, будет в понедельник. На выходные я отдохну. Я буду монтировать там новые видосы. Создам оповещение, так же, как и обычно в субботу или воскресенье. О своих планах на рабочую неделю. Стрим, скорее всего, понедельник, да. Все, ладно. Буду заканчивать.